Есть одно из негласных правил природы. На каждый источник энергии всегда находится организм, который его поглощает. Энергию Солнца, например, потребляют растения, энергию недр Земли – различные бактерии, а энергию, скрытую внутри костей, кто поедает? Наш сегодняшний гость. И еще одно чудо в круговороте энергии в природе. Встречайте бородача или ягнатника, птицу из семейства ястребиных и единственный вид в своем роде бородачей. Бородач был впервые описан основоположником научной биологической систематики Карлом Линнеем в 1758 году в 10-м издании его «Системы природы». В русском языке используются два названия этой птицы. Ягнятник – перевод западноевропейского названия из-за традиционного представления пастухов, как будто бы он убивает овец, что в корне неверно, так как ягнятник не охотится на живых овец, а всегда кормится падалью. Бородач назван так от пучка жестких перьев или щетинок под клювом, образующих бородку. Гордый обитатель гор Африки, Азии и Европы. Это настоящий гигант весом в 7,5 килограмм и размахом крыльев в 3 метра. Такие габариты позволяют пернатому играючи преодолевать горные пики. Птицу увидели даже над Гималаями на высоте 7600 метров. В отличие от модников с голыми щиколотками, суровые, бородатые парни не стесняются утепляться как следует, ведь высоко-высоко в горах холодно каждый день, поэтому даже ноги ягнятника одеты в теплые штаны из пуха и перьев. Распространен наш пернатый товарищ в Южной Европе, Восточной и Южной Африке и Передней и Центральной Азии. Санитар гор принимается за работу с таким рвением, что от почившего животного не остается вообще ничего, а все потому, что вместо желудка у нашего героя настоящий цех по химической переработке, который растворяет даже кости. Высокая кислотность желудочного сока позволяет бородачу растворять мелкие проглоченные косточки. Подпорченное мясо и мелкие хрящики попадают в ненасытную пасть незамедлительно, а вот останки побольше сперва отправляются в полет с высоты с нескольких километров. Ягнятник питается, как вы уже поняли, главным образом падалью, и в значительной мере он любит костный мозг, для получения которого раскалывает кости, бросая их с высоты на камни и скалы. Он ловит черепах, которых и разбивает таким же образом. А когда мертвечинки в округе не хватает, бородач вспоминает о том, что он вообще-то гигантский птиц с острыми когтями и клювом, но на скот брутальный пернатый все равно обычно не посягает. Его максимум — это зайцы, кролики, ящерки и черепашки. Выбрав жертву, падальщик бросается на нее с небесных высей, оглушая гигантскими крыльями. Животные поменьше сразу идут на обед, а те, что побольше, в последний полет со скалы. Бородач не стесняется отбирать падаль и у других падальщиков, а другие падальщики не стесняются отвечать ему тем же. Покончив с набиванием брюха, птичка возвращается в свое гнездо, расположенное в месте, куда даже горным козлам не добраться. Оно является надежным прибежищем.
как для взрослых бородачей, так и для их детишек-ягнятников. Наш супер-падальщик моногамен, и любовная парочка производит обычно по одному птенцу в год. Да, это немного, но проблем с единственным отпрыском не меньше, чем с целым выводком. Несмотря на то, что юный птиц орет за троих и ест за четверых, родители стерегут его как зеницу ока, принося самые вкусные косточки. Ведь детишки питаются в основном ими. На крыло дитятка встает уже через 2 месяца после рождения, что очень быстро для такой большой птицы. Но родителей он покидает лишь спустя полгода. Кстати, гнезда ягнятников отличаются просто невероятной загаженностью. Эти птицы, видимо, даже не подозревают о существовании домашней уборки. Живут суперпадальщики и любители костного мозга в среднем до 40 лет. Численность бородачей, в отличие от общества голых обезьян, несмотря на свою всеядность и супержелудок, постоянно сокращается. Сегодня остались ягнятники лишь в отдельных горах Европы, Азии и Африки. А как вы думаете, почему даже такая супер приспосабливаемая птица не может выжить рядом с человеком? Пишите свое мнение в комментариях. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!